После 5 лет в коме София внезапно пришла в себя и, едва открыв глаза, прошептала доктору, что все это время за ней кто-то наблюдал. Ее родители, Марк и Лиза, с тревогой слушали, как она рассказывала о незнакомце, который, по ее словам, навещал ее в больнице. Опасаясь за безопасность дочери, персонал усилил охрану, но даже под наблюдением София продолжала утверждать, что мужчина рядом. Однажды ночью она проснулась с криком и указала в угол палаты, где, как ей казалось, он стоял. Родители решили, что дома дочери будет лучше, но в знакомой обстановке она тоже не чувствовала себя в безопасности. В первый же вечер в доме раздались странные звуки, а сама София начала избегать некоторых комнат. Ее мучили кошмары о загадочном человеке, который говорил с ней во сне. В какой-то момент она вспомнила важную деталь: у незнакомца было необычное кольцо. Полиция начала расследование, но не нашла никаких следов мужчины. Тем временем атмосфера в семье накалялась. София замкнулась в себе, а их собака начала беспричинно лаять по ночам. Детектив Анна узнала от бывшей медсестры, что некий мужчина действительно часто спрашивал о Софии. Расследование привело ее к отцу девушки. Среди его вещей она обнаружила письма и фотографии, намекающие на связь с незнакомцем. Лиза, увидев эти документы, устроила скандал. София же начала видеть во снах старый дом в лесу. Анна и Лиза отправились туда и нашли внутри следы недавнего пребывания: одежду, книгу с колыбельными и то самое кольцо. Улики передали в полицию, но Софии становилось хуже. Когда детектив установила, что кольцо связано с бывшим коллегой ее отца, стало ясно, что разгадка близка. Полиция решила выманить преступника, используя найденное кольцо как приманку. Напряжение росло, но мужчина не появлялся. А вскоре ночью в дом Софии кто-то попытался проникнуть. Нападавшего задержали, но он отказывался говорить. Расследование показало, что этот человек преследовал семьи, в которых были маленькие дети. Тогда София вспомнила разговор, который слышала в своих кошмарах, и неожиданно рассказала, что у нее была сестра-близнец, о которой ей никогда не говорили. Семья, наконец, узнала страшную правду. Приняв случившееся, София начала долгий путь к исцелению. С поддержкой родителей и специалистов она постепенно возвращалась к нормальной жизни, оставляя мрачные тайны прошлого позади. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.